На ивентах возникают вопросы, какая цель и что делать команде, поэтому мы разработали инструмент Task Editor. Его можно использовать для брифингов, для одной задачи или для целой цепочки задач. Ты можешь контролировать их выполнение, отмечать как выполнено или проваленное. Также скрывать и обновлять информационные блоки в реальном времени. Плюс добавлять иконки под конкретные задачи и настраивать сценарий отдельно для каждой команды. Так вот вопрос, как это все правильно настроить? Сначала нам нужно заспавнить меню, но перед тем, как заспавнить Task Editor, нам нужно сначала заспавниться самим в роли пехоты. После этого вызываем меню с помощью команды. Она указана в описании под видео и в мастерской Steam. Далее заходим в камеру, нажимая Shift плюс P. Затем 2 раза F2, чтобы появился курсор. Перед нами интерфейс с несколькими кнопками. Team 1, Team 2, Accept, ADD и кнопка планеты. Сначала выбираем команду, даже если по умолчанию она уже выбрана. Все равно нужно нажать на нее вручную. Далее вводим название операции, например Operation Epic Fury, и нажимаем Accept. Проверяем задачу, открывая карту двойным нажатием M, где мини-карта, и это нужно только для первого раза. Дальше нам только один раз нужно нажать для того, чтобы появились задачи. Видим, что заголовок появился. Теперь нажимаем ADD и создаем задачу. Пишем заголовок, например, занять восточную речную переправу и описание, установить контроль над переправой и не допустить перемещения противника через мост. После этого выбираем подходящую иконку, например, флаг. У каждой задачи сначала есть 3 кнопки. Стрелка, инициализация, запуск задачи на сервере, глаз, скрыть либо показать, и корзина, соответственно, удалить. Нажимаем стрелку, затем Accept, чтобы применить изменения. После инициализации появляются еще 2 кнопки, галочка и крестик. Соответственно, галочка — это задача выполнена, крестик — это задача провалена. Но важно уточнить, что нужно зажимать кнопку. Это сделано как защита от дураков, то есть от случайных нажатий. Все изменения применяются с небольшой задержкой, так как данные передаются между клиентом и сервером, поэтому обновление происходит не мгновенно. Теперь настраиваем вторую команду. Заголовок общий, но в текущей версии, чтобы обновить его, нужно немного изменить текст. Например, удалить один символ и вписать обратно. Затем нажать Accept. Далее все то же самое. Создаем задачи, описание, иконки. Если ты вылетел с сервера, то это не проблема. Заходишь обратно на сервер. Открываешь камеру. И если задач нет, то нажимаешь иконку планеты. Она как раз синхронизирует задачи с сервером. Но еще один важный момент. Если несколько администраторов работают с задачами, то не стоит редактировать их одновременно. Это приведет к конфликтам и некорректной работе. Также о нюансах. Что сейчас модификация работает таким образом, что при смене лейера Task Editor перестает работать. Для того, чтобы работал, нужно самому как клиенту перезайти на сервер. Вот тогда будет все работать. И это относится только к администраторам, то есть тем людям, которые организовывают мероприятия. А теперь о планах развития модификации, потому что развиваться ей есть куда. Первое, что бросается в глаза, это обновленный интерфейс с расширенным функционалом. Сверху появляется отдельная страница Welcome, редактор сценариев, редактор маркеров и превью, как это будет выглядеть со стороны игрока. Теперь подробнее о редакторе сценариев. Планируется добавить систему пресетов, чтобы можно было создавать сценарии, сохранять их, загружать и при необходимости сбрасывать. Также появится раздел категорий. В нем можно будет создавать собственное название и выбирать иконки. При создании категории можно будет добавлять блоки задачи, где настраивается все. Иконка, название, описание, статус выполнения, а также таймер. И ниже указано, должна ли задача отображаться в редакторе маркеров. И конечно, это все подтверждается кнопкой применения изменений. Далее, редактор маркеров. Он позволит отображать задачи прямо на карте, размещая их в виде маркеров, как показано сейчас на экране. Таким образом, задача становится не просто текстом, а частью игрового пространства, что упрощает навигацию для игроков. Но есть один важный момент. Следующая версия Task Editor уже не будет бесплатной. Инструмент можно и дальше развивать, но на данный момент в него уже вложено более 60 часов разработки на чистом энтузиазме. Поэтому я тебя прошу поддержать модификацию, если ты сам в этом заинтересован. Мы поставили цель 25 тысяч рублей на бусте. Как только эта сумма наберется, мы продолжим активную разработку. При этом Task Editor не единственное, над чем мы работаем. У нас уже есть опыт создания интересных инструментов. Например, система управления погодой в реальном времени. Мы по факту упаковали почти весь Dynamic Sky в единый удобный инструмент, где можно управлять временем суток, погодой и всеми ее параметрами. Можно управлять цвет неба, солнца и луны, настраивать интенсивность эффектов и полностью контролировать атмосферу на карте. Эта система у нас частично готова еще с 18 февраля, но требует доработки, в первую очередь пресетов и финальной полировки. И в нее уже вложено более 80 часов разработки на чистом энтузиазме.
И это только начало. В планах есть идея создать полноценный отдельный мод с инструментами и камеры для съемки кинематографичных трейлеров и качественных футажей прямо внутри игры. Так вот, если тебе интересны наши разработки, обязательно пиши в комментариях, что бы ты хотел видеть. Какие инструменты были бы тебе полезны, делись своими идеями. Ну а если ты хочешь связаться со мной напрямую, то Discord канал есть в описании.